Привет, армия. Что на самом деле произошло за кулисами между Чингуком и близким другом Тэхёна? Реален ли скандальный слух? Эти шокирующие факты заставят вас усомниться во всем. Нажмите «Досмотреть до конца» и не забудьте оставить свои комментарии. Предложение появляется только в голосовом клипе, циркулирующем без контекста, но этого достаточно, чтобы заставить всех армии поклонников BTS дрожать в тишине. Кто это сказал? Кого обвинили? И почему имя Чингука было втянуто в такой невообразимый скандальный слух? Прежде чем продолжить чтение, мы хотим, чтобы вы стали частью этого эмоционального расследования. Если вы настоящая армия или просто тот, кто хочет узнать, что на самом деле произошло, нажмите кнопку «Нравится» прямо сейчас. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие горячие новости, и напишите в комментариях, верите ли вы, что Чингук мог сделать что-то подобное. Потому что то, что вы собираетесь прочитать, изменит ваш взгляд на вещи. Скандал – одно слово, которое гремит, как бомба, взорвавшаяся посреди тишины. Особенно, когда это слово ассоциируется с таким громким именем, как Чон Чингук, тот, кого почти всегда считают чистым, искренним и свободным от противоречий. Но что, если все это время мы видим только поверхность? Что, если за его спокойной улыбкой есть тайна, которая была похоронена так глубоко в течение многих лет, пока, наконец, не была раскрыта кем-то совершенно неожиданным? Все началось с неопределенного поста в анонимном аккаунте, который включал одно шокирующее предложение. Как вы думаете? Их отношения нормальные? Чингук однажды подразнил кого-то, кому Тэхин доверял больше всего. В результате, общество немедленно разделилось на две части. Некоторые думали, что это просто работа жадных до сенсаций ненавистников, но были и те, кто начал копать и складывать воедино маленькие кусочки прошлого Чингука и Тэхена, и когда одна за другой начали раскрываться подсказки, эта история больше не была просто сплетнями, она превратилась в головоломку, которую было все страшнее разгадывать. Давайте вернемся к году, о котором не часто говорят. Год, когда BTS только достигли мирового пика, и когда они начали открываться более широкому кругу друзей. Именно здесь в истории появляется фигура Ар. Ар не знаменитость и не стажер, но друг детства Тэхёна, которому он, по его словам, очень доверял. Известно, что они близки еще до дебюта Тэхёна. Фактически, некоторые старые фанаты видели его на семейном мероприятии Тэхёна, когда BTS еще находились на ранних стадиях продвижения. Ничего странного, пока не появилась размытая фотография, на которой кто-то, похожий на Чингука, был с ним в неизвестном месте. Фотография была впервые загружена небольшим аккаунтом, который теперь исчез с платформы. Но его цифровые следы все еще отпечатаны, истеричные комментарии пользователей сети, скриншоты, распространяемые на форумах фанатов, и предположения, которые начали формировать собственное повествование. Правда ли, что у Чингука особые отношения с Ар? И если да, знает ли об этом Тэхён? Первый шокирующий факт. Один из бывших сотрудников за кулисами одного из мировых туров BTS признался в неофициальном подкасте, что заметил, что Чингук часто получал звонки тихим голосом и использовал очень личные и эмоциональные выражения, когда его спросили дальше. Персонал ответил ровным тоном: «Я не буду называть имя источника, что ясно, он не участник и не сотрудник, старый человек». Самой подсказки было достаточно, чтобы вызвать волну домыслов в интернете, но через несколько недель пришла большая волна. Кто-то выложил 27-секундную аудиозапись. Нервный, но сердитый женский голос говорит: «Ты знал, что это причинит боль Т, но ты все равно это сделал, и после того, как все закончилось, ты даже не извинился». Запись якобы была записана несколько лет назад, имена не были названы, лица не были видны, но хардкорные фанаты сразу же нашли сходство в голосовом шаблоне с персонажем, известным как Ар, и самым удивительным было то, что мужской голос ответил одним коротким предложением: «Я не хотел причинить ему боль, но у меня тоже есть сердце». Голос, по мнению многих фанатов, был идентичен Чингуку. И если так, означает ли это, что у него когда-либо действительно возникла эмоциональная близость или даже больше с лучшим другом Тэхёна? Что еще больше усложняет ситуацию, так это собственная реакция Тэхёна. В прямом эфире несколько недель назад Тэхён внезапно ответил на вопрос из зала: «Когда вы видели его в последний раз?» Его лицо тут же изменилось. Он молчал почти 10 секунд, прежде чем тихо ответить: «Я не хочу об этом говорить». Мгновенно атмосфера трансляции затихла, и вот тут-то и началась буря. Поклонники начали связывать все события, старые посты из личных аккаунтов, закулисные взаимодействия, которые были случайно записаны, с изменением отношений между Чингуком и Тэхёном, которое в последнее время казалось таким реальным.
Фактически, был один момент на последнем концерте, когда камера запечатлела холодный взгляд Тэхёна на Чингука после окончания песни. Момент, который когда-то считался нормальным, теперь увиденный с новой точки зрения. Одно, что продолжает задавать публике вопрос: если все это правда, почему нет никаких разъяснений от Чингука? Есть две возможности. Во-первых, может быть, потому что это неправда, и Чингук не хочет отдавать сцену беспочвенным слухам. Или, во-вторых, и это страшнее, слух правдив, но его лучше похоронить, чем рассказать. И в этой тишине появился еще один удивительный источник – старый менеджер BTS, чье имя долгое время не было слышно. В неофициальном интервью, которое просочилось в общественные СМИ, он упомянул, что Тэхён и Чингук чуть не подрались в отеле во время зарубежного тура, просто потому, что внезапно появился кто-то из прошлого. Он не упомянул, кто это был, но у фанатов есть сильные догадки, или правда, что отношения когда-либо существовали, они просто боролись за любовь, или есть более глубокий секрет, который мы пока не знаем. Удивительно последнее развитие событий. Анонимный аккаунт, который первым раскрыл этот скандал, внезапно исчез, никаких следов. Все посты были удалены, даже связанные аккаунты, которые когда-то поддерживали его, теперь закрыты. Это вызвало новые спекуляции, вмешался ли HYBE или есть другая более крупная сторона, пытающаяся все это скрыть? И посреди этого хаоса один вопрос громко звучит: действительно ли доверие между Чингуком и Тэхёном было разрушено, или это все просто игра кого-то, кто хочет разрушить их дружбу изнутри? Мы не даем ответа, потому что ответ не является определенным. Все, что мы предоставляем, это правда в виде фрагментов фактов, голосов и выражений, запечатленных на камеру, и теперь мы возвращаем все это вам. И вот что делает это еще более тревожным. Крупный фан-аккаунт, который, как известно, нейтрален, внезапно загрузил личное сообщение от человека, утверждающего, что он близкий друг Ар. В сообщении упоминалось, что он был не только другом Тэхёна, но и стал очень близким человеком для его семьи, даже жил в доме родителей Тэхёна во время учебы в старшей школе. И что еще более удивительно, упоминалось, что однажды он сказал близким ему людям, что кто-то из BTS едва не покинул Корею из-за скандала, который так и не был предан огласке. Заявление остается без разъяснений до сих пор. Это просто игра восприятия, сформированная ненавистниками, или действительно есть что-то, что было тщательно скрыто? Факты, которые появились, действительно шокируют, но официального заявления от Чингука или Тэхёна не было. Среди этой бури слухов армии продолжают демонстрировать необычайную солидарность, подвергая сомнению мотивы обвинений и требуя правды, которая не была сфальсифицирована СМИ. Одно можно сказать наверняка: этот скандал не только потряс имя Чингука, но и проверил пределы доверия, дружбы и силы фандома. Это начало большего разоблачения или просто клевета, призванная уничтожить? Никуда не уходите, потому что эта история еще не закончена. Может быть, то, что скрывалось все это время, наконец-то раскроется.